Всем привет, мои дорогие! Сегодня, как обычно, отвечаю на ваши комментарии. Значит, первый комментарий. Комментарий много таких жестких. Вероника Семенова, советчица года прям. Свою жизнь отлично устроила, да? Что людям советуешь? Что можно сказать? Советую, конечно, исходя из своего, как говорится, опыта. Как правило, люди учатся на своих ошибках. На хорошем опыте никто не учится. И мне кажется, вот как раз ошибки человека, они именно его учат жизни и закаляют. Это как маленький ребенок, он учится ходить, встает, падает, опять идет, спотыкается. И жизнь такая же наша. Мы чему-то учимся, и потом этого стараемся, конечно же, не делать. Следующее. Опять комментарий от Инны. Боже, и это советы от женщины, которая сама за 12 лет жизни в Египте не способна была ни местного языка выучить, ни на работу постоянно устроиться, ни в общество в их влиться, ни брак удержать, ни дочку старшую сохранить. Еще советует кому-то про переезд в Египет, замужество там и работу. Вы сами себе эти письма пишете, скорее всего, сами, или маман ваша пишет, агитирует новых дурочек в свой Талибан. Да еще девушки с ребенком советуете, вместо того, чтобы предостеречь. Жестокая, оказывается, вы еще. Почему не жестокая? Это к видео, насколько я понимаю, где девушка спрашивала советов, как ей адаптироваться в Египте. Эта девушка сразу написала, что ее не нужно отговаривать. Поэтому, исходя из ситуации, я, соответственно, советовала, как поступить, если человек уже действительно собрался. Кстати, мне эта девушка недавно написала, и вот в одном из следующих видео я постараюсь опубликовать ее ответ, вот именно за 12 лет жизни не способна выучить местного языка. Почему? Нет, я общалась, я же говорю, что я жила достаточно долгое время среди египтян, и русских знакомых, русскоговорящих знакомых у меня практически не было. И общалась я, конечно, только на арабском. Дети мои, я же говорю, что я с ними стараюсь говорить на русском, но, предположим, первый язык, на котором заговорил Дэнни, это был именно арабский. Я покажу как-то это видео. Поэтому как не выучить? Я просто не хочу на этом языке разговаривать, это другой вопрос. И через много лет я могу себе это позволить, я могу не есть египетскую еду, потому что слава Богу, нет мужа, которому я обязана что-то готовить египетское. Слава Богу, я могу позволить себе, живя в этом районе, не разговаривать на арабском языке. Мне это нравится. Я, поверьте мне, за 12 лет настолько наговорилась и настолько навливалась в местную жизнь и в местное общество, что поверьте, что мне сейчас хочется иметь свое что-то, независимое свое, часть своей России, свое, мне хочется свое, мне не хочется вливаться, потому что влились мы достаточно очень хорошо. И поэтому мне не хочется вливаться. Я, наоборот, пытаюсь вылиться из этого процесса, насколько я могу это сделать. Потому что я все равно продолжаю жить среди египтян, я живу не среди русских, я живу среди египетской комьюнити, и русских у меня здесь, в моем районе они есть, возможно, но мы ни с кем не общаемся. Я видела несколько девчонок, они живут здесь, но мы не общаемся, и здесь не принято такое общение, как у нас. В Египте, если вы замужем, то есть вы общаетесь с семьей, с той, и, как правило, можете общаться, но это очень редко, там, с какими-то своими соотечественниками. Как правило, все женщины, девчонки, кто сюда попадают, они попадают в семью и уже там застревают. И не старшую дочь сохранить. Опять возвращаемся к нашим баранам по поводу сохранения старшей дочери. Зачем мне насильно удерживать ребенка, вы мне скажите? Зачем мне насильно удерживать ребенка? Я просто единственное не понимаю. И вот еще к одному видео Ома мне написала, что как же так, там, по поводу старшей дочери. Вы поймите, дочка выбрала с кем жить, она выбрала жить с бабушкой. Опять же повторюсь, я не буду ее заставлять жить со мной ради того, чтобы тешить свое самолюбие, опять же повторюсь. Также вы писали, что я должна заслужить ее любовь, там, покупать что-то, там, говорить, что я постоянно люблю. Поверьте мне, за то время, что после того, как мой муж ушел, мы жили здесь долгие 6 месяцев. И за это время я старалась ее
Я отношусь ко всем одинаково. Я не люблю выделять кого-то одного из детей. Поймите, что если египетская семья моя выделяла кого-то из детей, да, именно, предположим, Эю, то для меня они все мои дети. Я не понимаю, почему некоторые не понимают до сих пор и считают, что я разделяю детей. Я своих детей не разделяю. Они для меня все одинаковые. На эту тему можно бесконечно говорить, потому что я опять сейчас начну говорить и не закончу, опять длинное видео получится, разговор ни о чем. Устроиться на постоянную работу. Устраивалась на работу, опять же, повторюсь, объясняла не раз в видео, по визе жены вы не имеете права официально работать. Официально я не имею права работать. И если я пойду на работу, то это будет неофициально. Я нарушаю законное пребывание свое здесь, в Египте. Понимаете? Я нарушаю закон. И я становлюсь незаконно послушной. Еще советует кому-то про Египет и про замужество там и работу. И опять же повторюсь, что девушка сказала, что у нее четкое намерение уехать сюда жить. И все. Я не буду вдаваться, там, отговаривать еще кого-то или еще что-то. Потому что у меня таких видео про отговаривать, про всю жизнь в Египте, про замужество, у меня их очень много. Поэтому есть вопрос, есть ответ. Вы сами себе письма пишете. Нет, у меня нет времени на то, чтобы писать себе самой письма. Я с трудом успеваю раз в неделю, и то вот сейчас старалась именно, чтобы раз обещала, значит надо сделать. Я с трудом могу выпускать раз в неделю видео, ответы на ваши комментарии. И, скорее всего, сами или ваши пишет маман, агитирует новых дурочек в свой Талибан, да еще девушки с ребенком, советуют немножко тоже непонятно. Новых дурочек в свой Талибан. Какой Талибан? Мне вообще непонятно, о чем тут речь. Возможно, это вы пишете о том, где работает моя мама. Моя мама работает в официальной организации, которая занимается исламским призывом. Официальная организация, которая существует в Египте. И это никакой не Талибан, это обычная исламская организация. Есть христианские организации, есть мусульманские организации, есть разные организации. Моя мама работает в исламской организации. Как по всему миру есть огромное количество религиозных организаций, в которых печатаются книги, распространяется литература, осуществляется призыв. Это все то же самое. Поэтому никто никого... Почему, когда призывают, предположим, принять христианство, никто не говорит, что в этом что-то есть такое плохое. Если человек работает в организации, которая занимается исламская организация, то ее почему-то приписывают к Талибану. Немножко непонятна ваша формулировка вопроса, или вы просто пишете так, как говорится, и то, что в голову пришло. Жестокое, оказывается, вы еще. А жестокое непонятно, в чем я жестокая по отношению к кому и к чему. К детям, к женщине, непонятно. Ома. Галя сама жаловалась на свою жизнь, что лучше стало, уже другим дает советы, дуры бабы, детей жалко, у них даже и не спрашивают, где они хотят жить. Это, видимо, опять вот к этому комментарию, к тому видео, где девушка спрашивала, как ей устроиться в Египте. Я не жаловалась на свою жизнь, я рассказываю свою жизнь. Вы можете посмотреть трейлер канала. Канал изначально создавался о том, чтобы рассказать о жизни в Египте, о том, о чем вам не расскажут ни туристические агентства, ни сами египтяне. Я стараюсь придерживаться этой тематики, я стараюсь придерживаться этих рамок, и, конечно, снимаю влоги и рассказываю о том, как оно есть. И я не жалуюсь, я рассказываю, это разные вещи. Детей жалко, не спрашивают, где они. Ну, конечно, не спрашивают, потому что дети еще находятся под ответственностью родителей. Идущие на свет. Вы просто не понимаете или не хотите понимать. Девочке нужна мама. От такой ситуации у нее будет в будущем накопиться куча претензий к вам. Хотя бы потому, что вы дали больше внимания детям, а не ей. Может, хватит мудрости не жить обидами, дай Бог, чтобы было так. Но вы... делайте так, как удобно вам. Безусловно, проще навещать, чем когда ребенок рядом со всеми вытекающими из этого проблемами. А я помню, как мне не хватало мамы, но сейчас уже не важно, я давно выросла, на собственных ошибках учусь быть мамой. Я не понимаю, девочке нужна мама. Почему? Я понимаю, я никого не выгоняла, я никого не заставляла жить с бабушкой. Опять же повторюсь,
что у нее будет обида на то, что больше детям, другим детям, чем ей. Для меня, опять же, повторюсь, все дети одинаковые. Я не могу заставить своего ребенка жить с собой. Если ребенку нужно внимание, он живет со мной. Ребенку не нужно внимание, ребенок живет там. Вы делаете, как вам удобно. Навещать проще, чем... Я никого не поеду навещать в эту дыру, я не буду навещать в этой дыре свою дочь. Я ее приглашаю, она сказала, что она приедет, возможно, в следующих каникулах. Следующие каникулы у нас летние. И никакого желания приехать там или еще как-то там на выходные, и она не изъявляла. Поэтому я никого навещать в этой дыре не буду. Я не хочу соприкасаться с этой семьей. Если ей хочет приехать, она, конечно, приедет, я ее с удовольствием заберу, пускай будет сколько она хочет, либо остается. Но ни в какие в эти места я, конечно же, не поеду. Дарья Емельянова. Боже, у нее терпение стальное. Я бы не смогла видеть моего ребенка в чужой семье. Блин, меня бы разорвало на части просто. Все понимаю, да что и как, но я бы страдала ужасно. А никто не говорит, что я не страдаю. У меня это происходит уже давным-давно. Так получалось именно с давних пор, что дочка жила то здесь, то там, то здесь, то там. Соответственно, муж ее таскал то сюда, то туда. Не переживала? Я, конечно, переживаю. И переживала всегда. Но заставить ребенка, чтобы ребенок жил, мучился здесь, зачем мне это надо? Я не буду, мне не надо это. Зачем? Ребенок выбрал жить там. Какие травмы могут быть? Травма будет, если я притащу ее сюда насильно, как мой муж делал раньше. Он привозил ее от бабушки, она там рыдает, там все что угодно, ему все равно. Он ее привез, будешь находиться здесь. У них нет компромиссов, понимаете? Я не буду никого травмировать. Зачем мне? Травмировать, вот так вот можно травмировать ребенка, если ты его притащил, и он не хочет здесь быть. А ты его тащишь все равно, что это надо, что это там... Кому надо? Это вам надо, а ей-то не надо. Она себя чувствует вполне комфортно. Мы созваниваемся, но какой-то такой тяги, что вот я хочу приехать, ее нету. Ее просто нету. Да, я говорю, что я тебя люблю, да, я по тебе скучаю, конечно. Но что есть, то есть, как говорится. Что имеем, то имеем. Вот заканчивать, потому что получается опять очень много, ничего я не успеваю. Конечно, мне было бы удобнее сделать трансляцию для вас, чтобы я отвечала на вопросы. Время там бесконечно, мне это видео не надо загружать, оно сразу же вы увидите. Но буду стараться как-то обновить и сделать возможным именно трансляции, чтобы было качество, хорошая скорость. На сегодня все. Всем спасибо огромное за внимание. Пока.